Глубоко в заброшенном лесу, где ветер выл в кронах, а звери обходили старые тропы стороной, скрывались трое бандитов. После ограбления инкассаторов они нашли укрытие в покосившемся домике охотника, сыром, гнилом и почти поглощенном мхом. Внутри пахло плесенью и ржавчиной, а снаружи страхом. На закате они заметили старика. Он шел один, с рюкзаком за спиной и самодельным луком в руке. Ему было на вид лет 70 с лишним, но шел он уверенно, будто знал каждый корень под ногами. Бандиты схватили его, посчитав за случайного свидетеля или, хуже, за доносчика. Они издевались над ним, бросали в грязь, плескали холодной водой, ломали его лук и смеялись над возрастом. Старик не кричал, не просил пощады. Он смотрел на них спокойно, как на уже решенную задачу. Взгляд его был тих и холоден, как озеро перед бурей. Ночью его заперли в сарае без света, без пищи, с мнением, что утром решат, что с ним делать. Но рассвет принес не решение, а расплату. Первого нашли Витюху. Он висел на суку за домом, аккуратно, будто сам встал на камень, чтобы завершить дело. Камня под ногами уже не было. Второй был пахом, валялся во враге с перерезанным горлом, без следов борьбы, без звука в ночи. Старик исчез. Сарай был открыт, дверь исписана древним символом, похожим на славянскую печать защиты или мести. Вокруг ни следа, ни шагов, будто лес сам его поглотил и отпустил обратно только для одной ночи. Оставшийся Шнур бежал в ужасе, бросив все. Позже его нашли в ближайшей деревне в лихорадке, с побелевшими волосами и без внятной речи. Он все твердил про глаза, которые смотрели сквозь ночь, и про тишину, которая была громче выстрела. Старика больше никто не видел, но в том лесу теперь не охотятся, и даже звери ведут себя тише. А если кто заводит разговор о таинственных смертях, местные лишь качают головой и говорят одно. Не каждый дед, кого ты встретишь в лесу, беспомощен, и не каждый рассвет спасения. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.